29 сентября 1957 года жители Урала увидели в вечернем небе пугающее, пульсирующее сине-фиолетовое свечение. Местные советские газеты поспешили успокоить граждан. Они написали, что это просто уникальное природное явление — редчайшее полярное сияние на Урале. Они лгали. Свечение в небе было радиоактивным пеплом. Это была третья по масштабам ядерная катастрофа в истории человечества, уступающая лишь Чернобылю и Фукусиме. В закрытом городе Челябинск-40 на сверхсекретном химкомбинате «Маяк» взорвался резервуар с ядерными отходами. Последствия были апокалиптическими. 23 деревни были просто стерты с лица земли вместе с домами, а 12 тысяч человек вывезли в никуда, даже не объяснив им причину. Эту катастрофу советская власть успешно скрывала от всего мира более 30 лет. Сегодня в коде доступа мы расскажем о Кыштымской аварии. Как гонка вооружений превратила Урал в зону отчуждения задолго до Припяти. После Второй мировой войны началась ядерная гонка. Сталину любой ценой нужна была атомная бомба. Для производства оружейного плутония в Уральской тайге в строжайшей секретности построили комбинат «Маяк» и город вокруг него — Челябинск-40. Этого города не было ни на одной карте мира. Его жители давали подписку о неразглашении под страхом расстрела. Производство плутония оставляло горы жидких высокорадиоактивных отходов. Сначала их просто сливали в реку Теча. Но когда люди в деревнях ниже по течению начали массово вымирать от лучевой болезни, отходы решили прятать. Их заливали в гигантские резервуары из нержавеющей стали, помещали в бетонные каньоны под землю и постоянно охлаждали водой. Каждая такая банка хранила в себе концентрированную смерть. К 1957 году система охлаждения одного из таких резервуаров емкостью 300 кубометров вышла из строя. Ремонтировать ее не спешили. Отходы внутри начали бесконтрольно нагреваться. Жидкость испарилась, оставив десятки тонн взрывоопасных нитратов. 29 сентября в 16:22 прогремел взрыв. По мощности он был равен десяткам тонн тротила. Бетонную крышку весом в 160 тонн отбросило как легкую картонку на 25 метров. В атмосферу вырвалось около 20 миллионов кюри радиоактивных веществ. Но если в Чернобыле это был в основном радиоактивный йод, который со временем распадается, то на Урале в небо полетели стронций-90 и цезий-137 — элементы, которые оседают в костях человека навсегда. Смертоносное облако поднялось на километр и пошло по ветру, накрывая полосу длиной более 300 километров. Территорию, где жили 270 тысяч человек. Так как это было воскресенье, в момент самого взрыва на заводе никто не погиб. Настоящий ужас начался в понедельник. На следующий день люди, как ни в чем не бывало, вышли на работу. И их тут же бросили на ликвидацию. Обычные рабочие, солдаты срочной службы и даже студенты. Они сгребали радиоактивную грязь обычными лопатами, мыли стены корпусов, голыми руками выкапывали фонящие кусты на улицах. Никакой защиты, кроме марлевых повязок. Люди получали огромные дозы облучения, даже не понимая, с чем имеют дело. А КГБ тем временем запустил операцию по сокрытию. Поскольку Челябинска-40 официально не существовало, аварию позже назовут Кыштымской по имени ближайшего открытого и обозначенного на картах городка Кыштым. Через несколько дней до властей дошел истинный масштаб катастрофы. Началась спешная, паническая депортация. Военные врывались в деревни и приказывали жителям немедленно уходить. Забирать с собой вещи запрещалось. 23 деревни были полностью снесены бульдозерами. Дома сравняли с землей. Одежду, мебель и личные вещи людей зарыли в глубокие траншеи, потому что они буквально излучали радиацию. Весь домашний скот расстреляли и сожгли. 12 тысяч человек выселили навсегда. Им строго-настрого запретили рассказывать, почему их лишили дома и почему они так часто болеют. Врачам под страхом тюрьмы запретили писать в медицинских картах диагноз «лучевая болезнь». Вместо этого писали что угодно:
вегетососудистая дистония, переутомление или анемия. Советскому Союзу удалось почти невозможное — скрыть от мира ядерную катастрофу планетарного масштаба. Лишь в 1976 году биолог-диссидент Жарес Медведев впервые рассказал об этом в западной прессе. Но официальная Москва продолжала все отрицать. Правду признали только в 1989 году, на волне перестройки, когда скрывать подобные вещи после Чернобыля стало уже невозможно. Восточно-Уральский радиоактивный след до сих пор является мертвой зоной. Это страшный памятник системе, для которой сохранение государственной тайны всегда было важнее человеческой жизни. Подписывайтесь на код доступа. Мы возвращаемся из небытия факты, которые система пыталась закатать в бетон.